I'd learned the lesson from Abraham. Я учился урокам из жизни Авраама, That when God called him, что когда Господь призвал его, he didn't question. он не задавал вопросов, He answered the call. он ответил на призыв, And his victory и его победа was in his response. была в его ответе. And because of that, И из-за этого I never questioned. я не And when подвергаю сомнению. God's call came, Когда приходит Божий призыв, we answered. мы отвечаем на него. It was settled at first. Это до какого-то времени было так, утверждено уже. We knew something was happening. Мы знали, что что-то происходит, We just didn't know what it was. но мы не знали, что это было. God had restored me Господь восстановил меня financially. финансово. I was a success again in the world. Я опять имел успех в мире. But I didn't care anymore Но меня это больше не беспокоило и не интересовало. about man's success. Мне не интересовал человеческий успех. I came home one day Один раз я приехал домой. and I said to my wife, Я сказал своей жене, God told me Господь сказал мне to sell our house продать наш дом and everything in it. и все в доме. We had a beautiful home, У нас был прекрасный дом, big home, большой дом, many things. много чего там в нем было. And God told me to tell her И Господь сказал мне сказать ей, we are to sell everything. мы все продадим. She said, Она сказала, I hope you and God я надеюсь, что вот это Господь это решение will be примет, very happy together. что мы будем очень счастливы вместе. 6 months later, 6 месяцев спустя she came to me and said, она пришла ко мне и сказала, God confirmed the message. Господь подтвердил и во мне это послание. The next day we put our house on the market. И на следующий день мы поместили наш дом на продажу. In one day, И в течение одного дня we sold our house мы продали наш дом for full price. за полную цену. Amazing. Удивительно. The next week, На следующей неделе we had a sale. у нас была распродажа. We sold everything in the house Мы продали все, что у нас было в доме, for full price. по полной цене. Now what were we going to do? И что мы теперь с этим будем делать? God hadn't told us. Господь нам еще не сказал, что с этим делать. So we moved to a smaller home И мы переехали в маленький дом. and we waited И мы ждали. and we waited. И ждали. We never questioned, Мы никогда не задавали вопросов, but we waited. но мы ждали. One day God told me, И в один из дней Господь сказал мне, be prepared. будь готов. So I went Я пошел and I took courses and classes и проходил курс и классы, to learn how to be a rabbi. чтобы учиться тому, как быть раввином. And no one had ever told me to take them. Никто мне не говорил, что тебе надо закончить эти курсы. After I took my last class, После того, как я завершил мой последний класс, my rabbi called me into his office. мой раввин позвонил мне с его офиса. I'd been with him for 13 years. Я с ним 13 лет был We вместе. had a conversation about leaving. Никогда у нас не было разговора о том, чтобы мы куда-то ехали. And he asked me a question. Но он задает мне вопрос. The question И was, вопрос был, what do I know about Birmingham, Alabama? что ты знаешь о Бирмингеме, Алабаме? I said, nothing. Я говорю, ничего не знаю. I'm from Pittsburgh. Я говорю, я с Питтсбурга вообще. And Birmingham in the United States was called the Pittsburgh of the South. А Бирмингем называется Питтсбургом, Южным Питтсбургом. And he said, that's good enough for me. И раввин сказал, ну для меня этого достаточно. He said, I want you to plant the congregation Он there. сказал, я хочу, чтобы ты там на общину начал. He said, have you ever been there? I said, no. Ты был там? Он спросил меня, я говорю, не был. Do you know anywhere? Ты Anyone кого-то there? знаешь там? No. Нет, не знаю. But that didn't matter. Но это не имело значения. If God called us to go to Birmingham, Alabama, it was God's responsibility to open the doors. Если Господь призывает нас в Бирмингем, Алабаму, то это Его ответственность открывать двери.
9 months later, И 9 месяцев спустя we had our first service in Birmingham, у Alabama. нас уже было первое служение в Бирмингеме, Алабама. Some of the people who are here today Некоторые люди, которые здесь сегодня, were at the very first service 4 years ago. были на одном из первых служений 4 года назад. From knowing no one, Не знаю никого, from never having been there before, никогда не был там раньше. and with just a mail out of letters, И мы просто разослали письма. we had 150 people there. We made a commitment И мы совершили посвящение, to go there one time a month чтобы один раз в месяц for 1 year. собираться в течение одного года. And after 1 year, we would review И после года собраний мы собирались сделать такой обзор and decide what was next. и решить, какой шаг будет следующий. After 1 year, we had grown, После года, как мы выросли, and after 18 months, we decided to go full time. и после 18 месяцев мы решили уже полновременно переходить. We had 2 children in Atlanta. У нас было 2 ребенка в Атланте, My wife's family had been there for 6 generations. и поколение родственников жены там 6 поколений жило уже. No one had ever left Georgia before. Никогда никто из них из Джорджии не выезжал. But now it was time to go, Но сейчас было время выезжать. and we did not ask the question. И мы даже вопроса не задали. And when it was time to go, Когда было время ехать, we went. мы поехали. After 4 years, И после 4 лет, this past week, на прошлой неделе, we had over 500 у нас было уже 500 in attendance. человек, которые на служении. Incredible praise report. Удивительный отчет о Божьей славе. Why Почему? would David and Leslie, Rabbi David, Почему раввин Давид и Лесли ask me to tell you this? попросили меня рассказать вам об этом? Because there's a message here for you. Потому что здесь есть послание также и для вас. We knew nothing. Мы не знали ничего. We started with nothing. Мы начали ни с чего. Not even humble beginnings. Даже не было таких смиренных начал. Nothing. Ничего. Never having done it before. Никогда раньше этого не делали. Never having been there before. Никогда там раньше не были. Not knowing what to do. Не знали, что делать. And not being limited by not knowing what not to do. И не были ограничены тем, что мы не знали, что не делать. We knew nothing. Потому что мы ничего не знали. We had no understanding of what to do. У нас не было понимания того, что же делать. But he did. Но он знал. But he did. Он знал. Imagine Abraham Представьте себе Авраама. coming home to his wife Sarah. Приходит домой к своей жене Саре. Hi, honey. Привет, дорогая. I'm home. Я дома. God told me we're moving. Господь сказал мне, мы должны переезжать. Where? Куда? I don't know. Не знаю. But we're moving. Но мы переезжаем. Do we know anyone there? Ты кого-то там знаешь? I don't know. Я не знаю. I've never been there before. Там не был. And do you want me to move with you? И ты хочешь, чтобы я с тобой поехал? Yes. Да. God does these things. Господь делает такие вещи. And if God does these things, И если Господь делает такие вещи, He's looking for an answer. Он ищет ответа. The answer is yes. И ответ да. Not yes, but. Не да, но. Not yes, and. Не да и. He wants yes. Он хочет да. And He will finish the sentence. И он дальше завершит предложение. When God called Moses from the bush, Когда Господь призвал Моисея из пламени горящего He куста, wanted one answer. он хотел одного ответа. He cried out, Moses, Он Moses. сказал, Моисей, Моисей. And Moses said, И Моисей "Hineni, сказал, Хинени, here am I. вот я. The only answer he was looking for. Единственный ответ, которого ждал Господь. Not what do you want. Не того, что ты хочешь. Not, hey, what's going on here? Нет, ой, что же здесь происходит? But here am I. А ответа, вот я. If God has called you, Если Господь призвал тебя, He will qualify you. Он дает тебе квалификацию. The victory is already won.
Победа уже выиграна. based on your answer. И она состоит в твоем ответе. Your victory Твоя победа is in your response. в твоем отношении и It's ответе. how you answer. Но как ты ответишь? When Samuel Когда Самуил heard the voice of God calling, услышал голос Божий, который призывал его, 3 times he went and said, "Why are you calling me?" 3 раза он приходил и спрашивал: ты чего меня зовешь? But it wasn't man's call. Но это не был человеческий призыв. And he was instructed, Он был наставлен. just give this answer. Ему сказали: дай такой ответ. Here am I. Вот я. Here am I. Вот я. This is the answer God wants you to give. Вот ответ, который Господь хочет, чтобы ты давал. Not how will I do this work. Не, ой, как же я эту работу совершу? Not what if I make a mistake. Не, ну а если я ошибки натворю? What he wants from you Что Он желает от тебя? is a yes Это да and an amen. и аминь. This is the call on your life Это призыв на твою жизнь. to be the light, Быть светом, to bring the light, приносить свет, to go where it's dark. приходить туда, где темно. We went to a city Мы поехали в город, where people were hungry, где люди были голодны, they were tired, они были уставшие, they were beaten down, они были придавлены, bad economy, плохая экономика, criminals in government. криминальные элементы в правительстве. Sounds like Odessa. Звучит похоже на Одессу. Those problems exist everywhere. Эти проблемы существуют везде. And we who are in Messiah Но мы были в Мессии. must rise above that Мы должны подниматься над этим, to reach those who are downtrodden, чтобы достигать тех, кто подавлен, those who knew the oppression we were under, тех, которые знали, под каким давлением находились и мы, but didn't know how to answer. но не знали, как ответить. It's for us И это для нас. to give them that answer, Дать им этот ответ. to invest in them Вкладывать в них what God has already invested in us. то, что уже Господь вложил в нас. When Isaiah got the call, Когда Исаия принял призыв, the Lord said, "Whom shall I send?" Господь сказал: кого нам послать? He said, "Here I am. Он сказал: вот я, Send me." пошли меня. You've already answered that call. Вы уже ответили на такой призыв. You've already said, "Send you." Он уже сказал вам, кого вам послать. And now the Lord will provide. И поскольку вы ответили на этот призыв, Господь обеспечит. We must answer Мы должны отвечать every time the Lord calls каждый раз, когда слышим Божий призыв, with a yes and an amen. словом «да» и «аминь». Because our victory Потому что наша победа is in our response. в нашем ответе. Who was more oppressed than Joseph? Кто был более обременен и подавлен, чем Иосиф? Who had a harder time, sold by his family, Кто имел более тяжелое время в жизни, продан своей семьей, hated for telling the truth, был ненавидим из-за того, что говорил истину, thrown into prison, брошен в тюрьму, but spoke a word но говорил слово and said, "Remember me." и говорил: вспомни обо мне. Years later, Годы спустя he remembered him. он вспомнил его. What did Joseph do in the meantime? Что Иосиф делал в это время? He was faithful in prayer. Он был верен в молитве. He was faithful in service. Он был верен в служении. He did what was required of him each and every day without grumbling or complaining. Он делал то, что требовалось от него каждый день, без бунта, без недовольства, без сплетен. And God restored him, И Господь восстановил его, raised him to a position поднял его на позицию, that he could have never had on his own. которую он бы никогда достиг своими силами. For how could a Jew Ну, потому что как мог бы еврей ever be second in command of Egypt? быть вторым человеком в Египте? But God. Только Господь.